Привет, друзья! В сегодняшнем обзоре у нас крайне занимательная железяка. Я уверен, что вам будет очень интересно о ней узнать, так как пока еще не было в Рунете на нее обзоров, и мы начинаем. M5 Stack Core S3 — это уже не плата разработчика, а целый комплекс, который взрывает мозги количеством встроенной в него периферии. Давайте сначала поговорим о начинке, посмотрим, какой чип тут главный, и пробежимся по периферии и какие возможности она предоставляет. Сердцем Core S3 выступает чип ESP32S3FN8, двухъядерный 32-битный процессор с частотой 240 МГц. Этот чип специально создан под требования проектов интернета вещей. По оперативной памяти 512 кБ встроенной, плюс 8 МБ псевдостатической внешней памяти, а также 16 МБ флеш. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 5 LE, то есть Low Energy. Система поддерживает огромное количество интерфейсов. Сейчас вы видите их на экране. В предыдущем видео я уже рассказывал, скажем, про ESP32CAM или Stick-C. Существенна ли разница между видами ESP32? И ответ – да, существенная. Каждый из них содержит свой инструментарий, а также оптимизированные библиотеки, которые мы уже потом используем для решения определенных задач. В чем главное отличие ESP32S3 от других серий ESP32? Первое. Поддерживает векторные инструкции, которые делают его лучшим в серии для приложений искусственного интеллекта и машинного обучения. Второе. Поддерживает большое количество внешней псевдостатической памяти, что позволяет оперировать большими наборами данных. Третье. USB OTG, что делает его более универсальным для взаимодействия с другими устройствами USB. А также четвертое, расширенная периферия для работы с графикой, отображением ее на дисплее, а также работе с камерой. Итак, с сердцем Core S3 разобрались. Давайте перейдем к другим его органам и разберемся, что инженеры M5 Stack разместили в таком компактном корпусе. Пойдем по списку. Цифровой датчик освещенности и приближения, который располагается на фронтальной панели устройства. Модуль камеры, матрица с разрешением 640 на 480 точек с хорошим качеством картинки, благодаря 10-битному АЦП, а также может выдавать чистые 30 кадров в секунду. BMM150 — это цифровой магнитометр, разработанный компанией Bosch. Этот датчик предназначен для измерения магнитного поля, что позволяет использовать его для определения ориентации устройства в пространстве. Также компанией Bosch разработанный BMI270 — это усовершенствованный шестиосевой инерциальный измерительный блок. Он объединяет в одном корпусе трехосевой акселерометр и трехосевой гироскоп. BM8563 — модуль часов реального времени, предназначенный для точного его отслеживания. Не обошлось без усилителя мощности звука. С динамиком на 1 Вт и отдельного аудиокодека для захвата сразу двух микрофонов. На боковой стенке есть слот для карты microSD. За управление питанием отвечает микросхема AXP2101. В чем суть Core серии? Задумка кроется в самом названии компании-производителя, а именно M5 Stack. Сам Core размером 5 на 5 см. В зависимости от задачи мы можем комбинировать различные базы. Это и есть стек. Последний добавленный элемент уходит первым, как в стопке книжек. Итак, для чего же все это добро в таком форм-факторе? Устройство позиционируется как плата разработки для устройств интернета вещей, база для разработки различных самоделок и DIY-проектов, контроллер умного дома, а также контроллер для промышленной автоматизации и автоматизации сельского хозяйства. Имеется широкий спектр баз для такого устройства и куда больший спектр юнитов для боковых портов подключения. Комплект Core S3 поставляется сразу с базой для монтажа на стену или DIN-рейку. Также эта база расширяет количество портов для подключения периферий с 1 до 3. Помимо этого, появляется возможность подключения блока питания с напряжением от 9 до 24 вольт. Мы ознакомились, с чем имеем дело по железу. Давайте теперь разберемся, как это программируется вообще. Arduino IDE — неумирающая классика. В борд-менеджере устанавливаем весь пакет для Core S3. После чего подключаем к компьютеру девайс. В окне выбора платы выбираем COM-порт подключенного по USB Core S3 и начинаем изучать и модифицировать примеры. На GitHub по ссылке в описании есть скетчи для работы с упомянутыми сенсорами. Нужно ознакомиться с ними, после чего комбинировать их для решения ваших задач. UIFlow 2 — графическая среда разработки, где с помощью MicroPython можно создавать свои приложения для продуктов M5. Здесь большое преимущество в разработке экрана, так как есть удобный редактор. Можно разрабатывать блоками или же писать на MicroPython в специальной вкладке.
Минусы. Среда еще кажется мне сыроватой, но судя по апдейтам, ее активно правят, а также, надеюсь, добавят русский язык, после чего погружение в нее станет еще проще. Также можно разрабатывать в расширении для VCS Code, платформа IO. Для создания проекта во вкладке Board выбираем M5 Core S3. Не забываем о том, что приложение можно устанавливать из программы M5 Burner. Уже готовые прошивки, одна из которых M5 Launcher, которая позволит менять прошивки на лету, устанавливая их с microSD карточки или прямо из сети с помощью Wi-Fi. На мой взгляд, такой контроллер имеет широчайший спектр применения. Если не хватает встроенной периферии, то модули Base или Unit могут закрыть практически любые недостатки. К примеру, модуль LoRa 470 позволит передавать сообщения без сети интернет или мобильной связи между двумя модулями на расстоянии до 15 км прямой видимости и от 2 до 5 км в городской среде. У меня теперь есть два таких модуля, и мы обязательно протестируем их и посмотрим, как они покажут себя на практике. Также сразу хочу отметить базу с портом Ethernet, ведь не всегда можно положиться на беспроводное решение. Надежность до сих пор в кабелях. Core S3 может решать задачи мониторинга и управления в вашей серверной, щитке, ферме или на производстве. Это некоторый переходный элемент между любительским и профессиональным решением. Настоящий конструктор из блоков. В паре с творческим подходом могут решить как любительские задачи, так и серьезные, на предприятиях и в полях. Также, думаю, разработчики софта могут заинтересоваться подобным железом, ведь можно создать собственную систему интернета вещей, не занимаясь разработкой собственного железа, а выбрать уже готовое, хорошо собранное изделие. Также у этого контроллера есть младший брат, Core S3 SE. Он дешевле, и в нем нет камеры с датчиком приближения освещения, модуля BMM150 и BMI270, а также базы для динрейки. Все остальное осталось на борту, и можно немного сэкономить. Я считаю, что это очень интересный контроллер, и у меня есть очень много идей для видео с его участием. Первым делом опробуем его с LoRa модулями, проверим реальную дальность передачи, и чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал, и если не сложно, поставьте лайк. А с вами снова был Артур с канала Hobby Support. До скорой встречи в новом видео.